Добрый день! С вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Это вторая часть мастер-класса по вязанию котов. В прошлый раз мы связали ручки, ножки и хвостик. Сегодня продолжим и свяжем ушки и тело, а в процессе вставим глазки, вяжем ручки, хвостик и в самом конце ножки. А затем я вам покажу, как вышить носик, ротик и усы коту. Итак, продолжим. Сначала свяжем ушки. Одно я уже подготовила вот так. Оно выглядит, маленькое ушко. В конце я зафиксировала ниточку, сделав одну воздушную петельку и пропустив сквозь нее, чтобы в дальнейшем наше вязание не распустилось. Свяжем второе ушко вместе. Ушко вяжется с кольца амигуруми. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем второй ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Третий ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Четвертый ряд. 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. И последний, 5-й ряд. Вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Все, связали второе ушко, от него ниточку не обрезаем. Будем продолжать вязание. Начнем вязать тело. Берем 2 ушка. Напоминаю, что от второго ушка мы не обрывали нить, потому что продолжим вязать от него. Каждое ушко имеет по 5 рядов и по 18 столбиков без накида в последнем ряду. Счет рядов продолжаем и вяжем 6-й ряд. Набираем 7 воздушных петелек. И присоединяем первое ушко. Чтобы в дальнейшем не было отверстия в этом месте, я обычно провязываю первый столбик без накида в последнюю петлю последнего ряда первого ушка. Вот я провязала первый столбик без накида, а второй вяжем в первую петлю последнего ряда первого ушка. При этом хвостик необходимо ввязывать. Вяжем еще 16 столбиков без накида по этому ушку. Подошли к цепочке из 7 воздушных петелек. По одной стороне этой цепочки провязываем 7 столбиков без накида.
По второму ушку вяжем 18 столбиков без накида. По другой стороне воздушной цепочки провязываем 7 столбиков без накида. Вот мы и закончили вязать 6-й ряд по кругу. У нас должно получиться 50 столбиков без накида, если мы все сделали правильно. Далее прокладываем нить контрастного цвета, чтобы в дальнейшем не запутаться в подсчете рядов. И начиная с этого места провязываем 17 рядов по 50 столбиков без накида в каждом. Провязали 23 ряд. Дальше мы будем вставлять глазки. Глазки будут располагаться спереди игрушки. Там, где идет контрастная нить, это зад, а вот это перед. Отсчитываем от кончика ушей 13 рядочков вниз. И между 13 и 14 вставляем глазки. Я уже сделала отверстие под них. Между ними находятся 3 петельки. Вставляем в эти отверстия наши глазки. Вот так они должны располагаться, и закрепляем их. Закрепили глазки, можно продолжать. В 24 ряду будем ввязывать ручки. Ручки должны располагаться строго по бокам игрушки, поэтому сначала вяжем 10 столбиков без накида, чтобы выйти в бок. Берем одну ручку и будем ввязывать. Совмещаем петли друг с другом и провяжем за оба края ручки и тела игрушки 5 столбиков без накида. Далее нам нужно довязать до другого бока игрушки. Поэтому провязываем 20 столбиков без накида, при этом вот этот хвостик от ручки необходимо ввязать. Берем вторую ручку и начнем ее ввязывать так же, как и первую. Совмещаем петли ручки и тела и провязываем за оба края 5 столбиков без накида. Дальше довязываем 10 столбиков без накида до конца ряда. При этом опять ввязываем хвостик. Вот мы ввязали
ручки. Вот так они должны располагаться строго по бокам. Если у вас они смещены вправо или влево, то в начале этого ряда необходимо провязать не 10 столбиков без накида, а, скажем, 9 или 11, чтобы выровнять ручки под вашу игрушку. Вот так у нас в дальнейшем будут они располагаться. Дальше вяжем 17 рядов по 50 столбиков без накида в каждом. Теперь будем ввязывать хвостик. В последнем ряду у него 6 столбиков без накида. Присоединяем хвостик вот таким образом и вяжем 42 ряд. 6 столбиков без накида за оба края хвостика и тела, а затем 44 столбика без накида подряд. Кончик нити необходимо ввязать. Хвостик ввязан, он у меня расположен ровно посередине. Если у вас не так, распустите ряд, сместите хвостик вправо или влево и ввяжите его. У меня просто совпало начало 42 ряда и начало ввязывания хвостика. Вам, может быть, придется начать ввязывать его в 41 ряду, а закончить в 42 ряду. Смотрите по своей игрушке. Только после того, как будет ввязан хвост строго посередине задней части игрушки, можно продолжать вязание. Дальше вяжем 3 ряда по 50 столбиков без накида в каждом. Теперь настал самый важный и ответственный момент в вязании всей игрушки. Чтобы правильно ввязать ножки, нам надо выйти строго в то место, где расположен бок игрушки, и провязать столько столбиков без накида, сколько для этого потребуется. Мне для этого понадобилось 16 столбиков без накида. Теперь в последнюю провязанную петлю и в следующую за ней вставляем маркер. Отсюда мы начнем в дальнейшем ввязывать первую ножку. Сложив деталь пополам, отсчитаем 23 петли влево. 1, 2, 3, 21, 22, 23. И в 24 и 25 петли ставим второй маркер. Здесь мы закончим ввязывать вторую ножку. Итак, мы определили место расположения ножек. Только теперь можно набивать игрушку наполнителем. Хорошо набиваем ушки и почти до конца тела, но не очень плотно, чтобы кот не был похож на бочонок. Вот мы частично набили тело, будем ввязывать ножки и сразу закрывать деталь тела. Берем первую ножку, хвостик от ножки нам некуда ввязывать, поэтому оставим его справа. Присоединяем ножку
и ввязываем ее. Для этого вводим крючок в первую петлю последнего ряда ножки и в 2 петли, в которые вставлен маркер, и провязываем первый столбик без накида. Далее провязываем еще 5 столбиков без накида, захватывая петли ножки и петли обоих краев тела. Первая ножка ввязана. Дальше провязываем 13 столбиков без накида за оба края тела. У нас осталось по кругу не провязанными 12 петелек, как раз чтобы вязать вторую ножку. Но прежде чем мы это сделаем, донабьем игрушку наполнителем до конца через это отверстие. Вот я донабила тельце, выровняла наполнителем бока игрушки, чтобы они были прямыми, хорошо наполнила низ кота и места около ножек. Теперь ввязываем вторую ножку, так же как и первую. Причем последний столбик без накида будем провязывать в последнюю петлю ножки и в те 2 петли, в которые вставлен маркер. Все. Ввязали ножки, вот такой ровненький шовчик у нас получился. Теперь в конце делаем одну воздушную петельку и закрепляем ниточку. Обрезаем, вынимаем нить контрастного цвета и прячем все хвостики. Наш кот почти готов, вот так он выглядит. Осталось только вышить носик, ротик и усики. Вставляем довольно длинную пряжу черного цвета в иглу, чтобы нам хватило на все. Вводим иглу где-нибудь сбоку, а выводим ее на один ряд ниже глаз. Хвостик необходимо оставить снаружи. Отступаем 2-3 петельки, у меня это 2, и опускаемся на 3 ряда ниже. Формируем треугольничек. И заполняем его стежками, так, чтобы не было просветов.
Теперь опускаемся вниз на 6 рядов и выводим иглу для формирования усиков. Вот такой длинный ротик получился. Теперь вышиваем усы. Сначала делаем центральный, он должен располагаться горизонтально. Возвращаем иголочку в то же место. Вышиваем второй ус и третий. Сразу выводим иглу на противоположную сторону от ротика. Точно так же необходимо вышить усы с другой стороны. Теперь иглу возвращаем туда, откуда у нас выходит изначальный хвостик. Делаем 2 узелочка и прячем ниточки внутри тела. Для этого вводим иглу в основание узелочка, выводим в другом месте, натягиваем хорошо ниточку, чтобы узелок ушел внутрь, и обрезаем. Второй хвостик тоже прячем. Вот так мы вышили носик, ротик и усики и сформировали мордочку нашему коту. Вот наш длинный кот и готов. Точно так же вяжется черный, только носик, ротик и усики у него вышиты белой пряжей, а под глаза вставлен белый фетр, чтобы они не сливались с телом и выделялись на черном фоне. Если же вы хотите связать таких же котов, но в полоску, то необходимо поменять цвет пряжи в следующих местах. Первая полоска – это 25, 26 и 27 ряд. Вторая полоска – 31, 32 и 33 ряд. И третья полоска – 37, 38 и 39 ряд. На этом я заканчиваю мой мастер-класс. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием! До новых встреч!